Привет, дорогие друзья! Обстрел Чаплина навсегда войдет, он уже вошел в историю, как обстрел мирного поезда с мирными пассажирами. На самом деле, иногда лицом к лицу лица не увидать, необходимо время для того, чтобы собрать всю необходимую информацию, для того, чтобы сделать какие-то выводы. Я попытался сделать такие выводы. Вот это вот одно из первых видео, которое появилось после обстрела. Обстрел произошел, напомню, тогда, когда Украина отмечала День независимости, 24 августа. Надо заметить, что до этого власть Украины сделала заявление, что в этот день обязательно россияне должны будут устроить что-то эдакое, что-то жуткое. Они как будто готовили к чему-то. Я лично полагал, что произойдет что-то на атомной электростанции, которую, как вы знаете, да, русские сами себя обстреливают там на этой атомной электростанции, а мировое сообщество, делая вид, что ничего не понимает, призывает русских перестать самих себя обстреливать. На этом видео мы видим пассажирский автомобиль, в котором на самом деле погибли абсолютно мирные люди, мирные жители. Смотрите, друзья, я вообще хотел бы сказать, что ничто не оправдывает гибель даже одного мирного жителя. Это невозможно оправдать, и этому нет оправдания. Мы просто хотим разобраться, что произошло. Ну, кто-то хочет, кто-то не хочет. Так, далее, что мы видим? Мы видим, что стоит пассажирский состав, а перед ним стоит некий другой состав. И то, на что многие обратили внимание, что на этом составе находится какая-то техника. Впоследствии Минобороны Российской Федерации сообщат о том, что там было уничтожено 200 военнослужащих резерва и 10 единиц военной техники. Позже появилось вот это вот видео на громадском телебачении, но из него также непонятно ничего. По сути, видно, что этот состав оттянули куда-то уже. И что за состав? Кто в нем ехал, не сообщалось. К величайшему сожалению, во время ракетного удара рядом проезжал автомобиль, в котором была семья переселенцев из Донецкой области. Родители погибли. Ребенок 2005 года рождения был выброшен на автодорогу. Позже выяснилось, что еще один 6-летний ребенок погиб в этом автомобиле, и 11-летний мальчик погиб в результате попадания в жилой дом там по месту. Появились фотографии, из которых также было мало что понятно по поводу состава. То есть по поводу прилета в дом и в автомобиль было все понятно, это однозначно, там находились мирные люди. По составу абсолютно неясно, было очень мало фотографий, это сразу же натолкнуло на мысль, что, скорее всего, состав был какой-то непростой. О трагедии в Чаплино президент Украины Владимир Зеленский официально сообщил во время выступления на заседании Совбеза ООН. Это чистая правда. Зеленский, конечно же, сообщил об этом инциденте, подав его так, как было выгодно Киеву. По залізничній станції, прямо по вагонах, на станції Чаплине, 4 пасажирські вагони зараз горять. Станом на зараз вбито щонайменше 15 людей, близько 50 людей поранено. Эта информация вызвала шок, потому что убиты мирные люди прямо в пассажирский поезд. Ну, это катастрофа. Кулеба, подтверждая то, что это катастрофа, рассказывает: террористическая Россия продолжает убивать мирных жителей. По меньшей мере 15 человек погибли в результате ракетного удара по железнодорожной станции Чаплино. Но сообщает он об этом все-таки обтекаемо. То есть 15 мирных жителей погибло. А сколько погибло военнослужащих и пострадала ли какая-то военная техника, он не сообщает. Арестович рассказывает о том, что метили по составу, но не попали. Поэтому попали, мол, в пассажирский поезд. Скорее всего, пытались поймать воинский эшелон действительно на перегоне где-то или на стоянке. Но, как всегда, промахнулись и попали по гражданскому. Они криворукие дебилы. Бо они криворукие дебилы. При этом пояснение, что все-таки за техника стоит вон там вот на этом составе, никто не дал. Не последовало такого объяснения и от журналистов правильной прессы, в частности от Радио Свобода. Более того, журналистка четко сказала, что из-за военной тайны мы не можем говорить
об этом пассажирском составе. Чи відомо щось про, власне, втрати можливі серед військових? Чи дійсно був військовий ешелон, який намагалися поцілити? Що відомо про це, чи вдалося щось дізнатися? Наразі ми, на жаль, через військовий стан, через військову таємницю не можемо перевірити інформацію, чи були на цій станції військові. Из-за военной тайны они не могут проверить такую информацию, но эту информацию моментально проверил представитель Белого дома. Белый дом, наверное, первым провел независимое расследование. Ракетный удар России по вокзалу, полному мирных жителей, соответствует образцу зверств. Они выяснили, что вокзал был полон мирных жителей. Associated Press также провели свое расследование. Атаки на поезда в Украине могут быть военным преступлением. И сообщили, в то время как Россия утверждала, что она нацелилась на поезд, потому что в среду он перевозил украинские войска и технику, репортер Associated Press на месте заявил, что нет никаких видимых признаков того, что украинские военнослужащие были среди погибших. Еще точнее высказался представитель МИД Украины Олег Николаенко. В результате удара было убито 25 мирных граждан, в том числе 2 детей. Представитель офиса президента, он же штатный фейкомет и коррупционер Лещенко, также развеял этот фейк, являясь вот официальным представителем офиса президента. В своїх офіційних повідомленнях Росія стверджує, що внаслідок удару ракетою «Іскандер» було начебто знищено понад 200 військовослужбовців Збройних сил України. Это является ложью. Ни один военнослужащий не пострадал, погибли исключительно мирные граждане. Тоді як офіційна інформація полягає в абсолютно іншому. Вбито 25 громадян України, мирних мешканців, які ні в чому не повинні. Все. Погибли исключительно мирные граждане. Чуть позже появляется вот это вот видео на телеграм-каналах. Утверждается, что это станция Чаплина. И что вот эти вот военнослужащие, которые там тусят, они там, позже появлялась информация еще, и писали люди, что там они стояли около 8 часов. И этот состав засветился, и поэтому его вычислили. Из этого видео непонятно, где конкретно стоит данный состав. Мы смогли выяснить разве что номер вагона. Вот этот вагон 033 257 27 из судебного решения, которое мы находим. Оно не связано с этим, просто судебное решение. Да, мы выясняем, что этот вагон с поезда Киев-Ужгород. Но это также ничего не значит. Вагоны могут путешествовать по всей Украине. И, к сожалению, в Украине нет онлайн-сервиса, который позволял бы отслеживать, где находится конкретный вагон. Может быть, у железнодорожников есть такой сервис, но не уверен, что он работает, не уверен, что мы получим к нему доступ. Сообщалось о гибели одной проводницы. Хотя позже появился некролог уже о 3 проводниках сотрудников пассажирского вагонного депо Львов, филии пассажирской компании. А вот дальше рядовые жители Украины начали делиться своей информацией. В частности, информация от человека, который был на месте, от военнослужащего. До 100 людей погибло, сгорело. Другие убежали, остались без документов, вещей. Они говорили про эту ситуацию по новостям, пишут больше 100. Человеку пишут: ждите в гости СБУ. На самом деле таких случаев очень много. О них не говорят. Нарешті, хоч десь сказали, що там були військові. То есть имеется в виду, что не говорят, когда прилетает туда, где есть военнослужащие. И гибель военнослужащих, вообще она официально не идет ни в каких сводках. Подтверждением этой информации являются, конечно же, некрологии, которые начали появляться чуть позже. Поэтому и следовало подождать для того, чтобы понять, что же на самом деле произошло. От вражеского обстрела станции Чаплина погиб участник АТО из Львовщины. В частности, вот он, мешканец Львивщины Андрей Кравчишин. Позже появились и вот эти некрологи. Умер еще один парень. Это его 2-я война. Также появился вот некролог. 24 августа в результате вражеского обстрела станции Чаплина. С 16 года военную службу по контракту несет человек. Получается, все эти жертвы не проходят нигде. И сколько на самом деле сгорело в
пассажирском поезде, мы не узнаем, скорее всего, никогда. Потому что официальная информация этих людей просто пропускает мимо. Эти жертвы, их как будто бы нет. Я не склонен верить сообщению Минобороны Российской Федерации о том, что их было там 200. Но вполне возможно, с учетом вместительности этих вагонов, что их было там до 100 человек. Со своей стороны прошу родственников погибших, может быть, написать. Хотя, в принципе, знаете, какая уже разница, их все равно не воскресить. Еще раз говорю, ничто не может оправдать жертву среди мирных, среди немирных, ничто не может оправдать обстрелов населенных пунктов. Но, по моему мнению, что Зеленский и его окружение обманывают уже не только внутреннего потребителя, но и мировое сообщество. Пока. Спасибо большое вашей команде. Я приехала с города Херсона за наведками 3 месяца и 6 лет. Благодарим команде ППШ за помощь новорожденным. Хочу выразить большую благодарность команде ППШ. Мы переселенцы с Николаева. Из-за того, что там постоянные обстрелы, нам с ребенком пришлось переехать в Одессу. Спасибо огромное вашей команде за то, что помогаете, за то, что можно прийти и выбрать необходимые вещи для меня и для моего ребенка. Спасибо вам огромное. Я мама 2 деток. Одну 3 годика, другая 12 лет. Лежачая девочка у меня. ДЦП у нас. Спасибо команде за вот такой прекрасный набор. Это нам тут хватит надолго. Огромное спасибо команде ППШ за предоставленную кроватку и матрасик. Мы очень вам благодарны за то, что ребеночек сейчас спит у себя в кроватке. Спасибо вам большое. Мама лежачая почти. Я 5 месяцев без работы. Так что вот это большое вам спасибо за помощь. Я вот этот набор беру для нашего жильца Николая Николаевича, который после инсульта не выходит на улицу. Помогаем им как можем. Ну а вам огромное спасибо за то, что вы не забывайте о таких людях и суетитесь. Дай вам Бог здоровья, всем нам мира. Все, спасибо большое, что помогаете пенсионерам. Все, скорее бы все это кончилось. Загрузили машину, отправиться к универмагу Украина. Мы приехали к универмагу Украина. Начинаем выдачу гуманитарной помощи. Привет, друзья! Сегодня мы закончили выдавать металлопластиковые окна. Сегодня выдавали окна для тех, кто на прошлой неделе не успел получить. Также сегодня выдали 2 жителям поселка Малиновка лекарственные препараты. Продолжаем работать. Дякую за допомогу. Все, загрузили. И машинка сейчас стоит развозить. И большое спасибо за вашу помощь, за ваше отношение к нам. Вы не забывайте нас. Это вся радость, которая у нас есть сейчас. Спасибо большое за помощь. Очень благодарны. Я беру родителям, пенсионерам. Тяжело сейчас и так прожить. А ваша помощь очень кстати. Спасибо. Спасибо за помощь, что помогаете переселенцам из-под Херсона. Безработные, конечно. Спасибо, что помогаете. Спасибо за помощь. Не забывайте о людях. Все без работы, всем тяжело. Вам удачи. Мы приехали на космос, сейчас будем выдавать гуманитарную помощь. Мы привезли, который уже раз, памперсы для лежачих больных. Спасибо большое. Мирного всем нам неба. Всего хорошего вам. Дякуємо за допомогу. Я дуже вдячна за вашу допомогу. Большое спасибо вам и вашему фонду, что вы помогаете пожилым людям и нам, и поддерживаете наш боевой дух мира, добра, здоровья. Большое спасибо. Очень благодарна вам. Очень за то, что думаете о нас, помните о нас. И вам всего-всего самого-самого доброго и мира нам всем.